Приветствую вас, дорогие друзья! Давненько на нашем канале не выходил никакой контент. Все это связано исключительно с тем, что мы готовим для вас максимально качественные выпуски. Планировался выход по чисто американскому гиперсамокату Ryan, но, к сожалению, ряд трудностей возник при съемках, соответственно, задерживается выпуск. Ну, а сегодня мы вам представим типа американский самокат под названием FSET 10+. И выставим против него максимально достойного и современного конкурента Blade Limited. Ну что же, рассмотрим все детально и погоняем. Итак, что же у нас внутри? Сама по себе дека сделана достаточно качественно. Надо отметить, прям все на стиле. Можно сказать, некий трансформер Bumblebee, да? То есть и по расцветке, и по формам, по стилистике. Очень современно, очень качественно, агрессивно выглядит, спортивно. Лайк. Одним словом так. Что касается качества сборки и внутренностей, вскроем чуть позже и посмотрим с вами. Батареечка у нас 60 вольт, максимально 67,2 на 28 ампер-часов. Также есть комплектации ниже, но, думаю, в России будет продаваться только эта комплектация. Сразу же контроллеры, основное. Контроллеры здесь стоят 35-е, то есть помощнее, чем на Blade, но думаю, что по конфигу они приблизительно все-таки будут одинаковые. Вкачивается в каждый мотор, в пике получается у нас около 2 киловатт, а номинал у моторов 1400, номинал моторов у Blade 1200. По конструкции весьма надежная рама, очень такой качественный здесь складной механизм, безлюфтовый, абсолютно антилюфтовый. Пока что не замечено никаких проблем. Единственное, при высоких скоростях появляется воблинг. И если Ion Motors на блейдах решил этот вопрос установкой демпфера, то здесь пока производитель ничего такого не предлагает, надо будет кастомизировать это дело. Так, давайте проверим, как ведет себя подвесочка. Итак, вкратце по функционалу. Ручки у нас по исполнению такие же, как на блейдах, но здесь есть встроенная кнопка поворотника. Механизм поворотника работает следующим образом. После того, как вы нажали, вы можете про него забыть, он будет гореть у вас 15 секунд и автоматически погаснет. Так, далее. Для включения самоката вам необходим NFC-ключ. Соответственно, без него у вас самокат не запустится. Такая автомобильная система, так скажем. Тормоза гидравлические двухпоршневые, на них написано FSET, но все мы понимаем, что это зумовские тормоза. Дальше едем. Абсолютно антилюфтовый такой вот складной механизм. Поначалу ничего подтягивать не нужно и действительно абсолютно никакого люфта. Есть крючок для зацепа, то есть когда складываете рулевую стойку, можете зацепиться. Этот механизм уже всем известен по дуалтронам. Едем дальше. Блок управления моторами. Здесь у нас спорт-режим и эко-режим. Задний привод и полный привод. И сигнал. Звук достаточно забавный. На Blade также установлены двухпоршневые гидравлические тормоза, как правило, NOT, либо аналоги. В любом случае, тормозные колодки с радиаторами. Вольтметр с ключом зажигания, дисплей, который уже визуально похож на мини-моторсовский, блок управления светом и поворотниками. Если одновременно их зажимаешь, то, соответственно, срабатывает аварийка, так называемая, и сигнал. Дальше блок управления Эко-турбо классический и, соответственно, полный привод и задний привод. Руль может быть складной, может быть не складной, в зависимости от пожелания покупателя. Соответственно, при нажатии двух кнопок мы переходим в режим настроек. Также отдельно хотелось бы отметить обновленную гидролинию на Blade.
спереди и сзади специально для того, чтобы не повредить ее. Здесь установлен твердый такой металлический кожух, который не позволяет изгибаться гидролинии. Итак, как уже ранее говорилось, 28 ампер-часов, 60 вольт, батареечка фирменная LG. Сдвоенный контроллер здесь у нас идет на 35 каждый. Соответственно, чисто по математике 2300 на каждое колесо приходится. В целом, достаточно добротно тут все это дело собрано. В плане изоляции лучше, конечно, пройти герметизирующими средствами. П-образный также здесь дека, как и в Блейде. Также есть резиночка. Все. Единственное, что в деке сверху установлены зарядные гнезда. Да, здесь все в порядке с изоляцией, но мне кажется, что классический вариант вот с боковым гнездом для зарядки он понадежнее. Ну что же, внутри мы все посмотрели. Как видите, все четко, добротно. По изоляции вопросов здесь нету. Осталось нам проверить, как он ведет себя на дороге. Ну что же, 100-метровочка. Кто быстрее? Погнали! Итак, результат 100-метрового заезда. Конфиги хоть чуть-чуть разнятся на 300-350 ватт, но проезжают 100-метровочку абсолютно одинаково. Дальше есть уже ощущение, что в сет потихонечку, там 70-75 уже выходит по чуть-чуть вперед. Но и разница в цене. То есть, кто захочет на 35-40 тысяч платить больше, да, безусловно, пожалуйста, он может себе это позволить. Ну, а кто не видит в этом рационального звена, будет брать Blade Limited и абсолютно никакого облома в этом ощущать не будет. По качеству сборки, по подвеске одинаковые, идентичные самокаты. Единственное, что в сет у нас как бы позиционируется на экспорт, соответственно, они уделили здесь больше внимания деталям, оси с колпачками. Когда открываешь деку, на тебя не вываливаются километры проводов. Все очень так компактно, как бы сделано действительно качественно и грамотно. Ну что же, комментарии, пальцы вверх и до новых встреч. Пока!